Несмотря на то, что как такового обновления игры мы не дождались, тем не менее первого оперативного обновления в этом году это не отменяет. Обновились фазы, обновились паки, появились новые наборы, новые игроки и прочий привычный нам контент. Именно об этом в рамках сегодняшнего ролика и предлагаю поговорить, поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте, как и всегда, поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Несмотря на то, что сам Ренан Гальвани заявлял, что именно сегодня, 9 числа, игра получит обновление до версии 4.3.0, мы его, к сожалению, не дождались. И учитывая, что фаза в дивизионах в пропуске на матч обновилась, в целом появились новые наборы, которые также получили месячный срок, теперь намного труднее предсказать, когда же ждать последующее обновление, потому что предпосылок для него на самом деле намного меньше, нежели было до сегодняшнего дня. Также мы, к сожалению, не дождались той же самой Страйк Арены. Получается, все наши предыдущие разговоры просто пошли прахом. Но, тем не менее, как я упомянул в начале, это не отменяет всего того контента, который мы получили просто с оперативным обновлением, а его выдалось, как по мне, более чем достаточно, учитывая, что опять же обновилась фаза, а она приносит с собой тоже немало контента. Таким образом, сегодня появился новый Showtime пак, который привнес с собой новый буст в игру и также новый навык, а именно воздушный форт. Его суть заключается в том, что у защитников появляется фора при игре на втором этаже собственной штрафной. То есть, если новый шоутаймовский игрок будет противостоять той же самой голове молоту в своей же штрафной, то у него, наверное, будет немного больше шансов против такого игрока. Да и в целом набор получился, в принципе, неплохим. Две, как минимум, имбовые модельки в лице того же Рубена Диаша и Ван Дейка и Джонатан Тан. Наверняка последнего не обидели цифрами, но про его модельку ничего сказать не могу. А вот Ван Дейк и Диаш, в принципе, очень даже хорошие ребята в центре защиты, у них рослые модельки, и в принципе в защите они смотрятся очень даже добротно. Ну и новый буст у этих шоутаймовских игроков, по сути, ничем не отличается от аналогичного буста у нападающих, то есть он прибавляет плюс пару баллов к устойчивости, к прыгучести, к игре головой, и в случае с защитниками, к умению защищаться. И все же то, что мы предсказывали ранее, а именно обновление игроков в круге почета, все-таки произошло. Правда, мы дождались далеко не тех футболистов, которых ожидали до этого. То есть мы не получили Роберто Карлоса с Икером Касилисом, но получили Витора Бая и Нголо Канте, а именно шоутаймовскую карточку. Конечно же, помимо этой двойки, мы получили аж целых 3 хайлайтовских карточки в лице Гвардиола, Альвареса и Бернарду Силвы. То есть, по сути, чуть ли не все игроки Манчестер Сити, за исключением Альвареса, который перешел в этом сезоне в Атлетико Мадрид. Бая представлен в качестве обороняющегося голкипера, и в целом совокупный рейтинг у него достигает около 100 пунктов. По-моему, с бустом будет 101, то есть вариант на ворота, ну, наверное, не самый сильный, в отличие от других карточек, которые также появлялись там в командах недели, в каких-то других наборах. Ну, в общем, она не на одном уровне с другими эпическими карточками, которые были в соответствующих наборах. А касаемо Нголо Канте, ему выдали прям бомбические оборонительные цифры, даже получше, чем у некоторых центральных защитников, но он, к сожалению, не шпала, как, например, Родри или Патрик Вейра, поэтому если кого-то не смущает его карликовый рост, то, пожалуйста, осталось только выловить. А вот что касаемо Касилиса и Роберто Карлоса, увидим ли мы когда-нибудь их в игре, будет ли это в рамках пака, или же рано или поздно дождемся в круге почета, это остается загадкой. Неожиданно, впрочем, как и всегда, в игре появился новый премиальный тренер. На самом деле это и вправду происходит как-то вот внезапно, без какого-либо анонса, ну, в принципе, оно, наверное, вот конкретно это не удивительно, но, тем не менее, когда вот вообще не ожидаешь главного тренера, он в игре появляется. На сей раз это Франк Райкард, который тренировал Барселону, в частности, в игре представлена его версия сезона 05-06. По-моему, в том сезоне Барселона взяла Лигу Чемпионов, если я ничего не путаю. По-моему, они еще тогда с Арсеналом играли в финале. И помимо своей эпической версии, голландец также представлен в качестве главного тренера. У него 2 игровых стиля, которые достигают 88 пунктов, поэтому вы можете одинаково пользоваться 2
двумя стилями. Это владение мячом и длинная контратака. Его буст прибавляет +1, жалкий +1 к пасам. А вот уже стоит ли он своих 500 золотых монет или же нет, решать уже вам, дорогие друзья. Но если в лишний раз вы фанат той же самой Барселоны или просто собираете сборку игроков из Барселоны, то, наверное, такой тренер вам точно не помешает. Ну и что самое главное, Konami не забыли про обычных работяг, которые в игру не донатят, про фри-то-плейных игроков, о которых мы буквально-таки говорили в предыдущем ролике, и в кои-то веки выкатили, ну, интереснейший номинальный пак, который, как и всегда, как и в прошлом году, как и в позапрошлом году, посвящен MVP первой половины сезона, то есть заметным и просто хорошим, лучшим игрокам. Поэтому в рамках данного набора мы наблюдаем Педри, Гравенберха, Дехея, Ашрафа Хакими и остальных ребят, которые нам уже менее знакомы. Также от этого набора появились карточки и в пропуске на матч, по сути недостающие две карточки из этого пака, это Дьокереш и Коул Палмер. Один доступен за ценный пропуск на матч, другой за премиальный. Но на самом деле Дьокереш того вообще не стоит, его рейтинг даже не достигает 100 пунктов, в то время как Коул Палмер, ну в принципе, его раздавали за круг почета, были и посильнее версии в команде недели, а поэтому стоит ли он аж целых 1000 золотых монет, ну наверное вопрос риторический. Но опять же повторюсь, в целом сам номинальный пак получился очень даже неплохим. Ну и немножко про контент на понедельник, поскольку мы постепенно выходим из отпуска, несмотря на то, что футбол в целом-то не вставал на паузу, но тем не менее каких-то вот прям вот заметных событий все равно не происходит, Konami решили обратиться к своей азиатской лицензии, а именно лицензии на Азиатскую Лигу Чемпионов. Поэтому в начале следующей недели мы увидим соответствующий шоу-тайм набор с игроками азиатской ЛЧ. Появится новая версия Криштиану Роналду, Роберто Фермино и Жоау Канселу. У Роналду и у Канселу будут отличительные навыки, в то время как Бобби Фермино останется без оного. Конечно, можно было бы в очередной раз порадоваться, что вот, наконец-то Роналду вновь появляется в рамках донатных паков, всяко лучше, чем тот же самый Месси, но, блин, все же мы с вами понимаем, что игроки ждут совсем другую версию, молодую версию, и по понятным причинам мы вряд ли ее увидим в ближайшее время, учитывая, что Роналду, в принципе, неплохо так братуется с UFL, а поэтому все, что нам остается, так это наблюдать его карточки вот нынешней формации под 40 лет, когда он уже, ну, знаете, уже далеко не такой выносливый, далеко не такой быстрый и поворотливый. Все еще неплохой, но и не такой имбовый персонаж, как это было раньше. Вот такой вот у нас контент получился на сегодня, получится еще и на следующую неделю. Обо всем этом не только я буду рад прочитать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу вот сегодняшнего контента, по поводу предстоящего шоу-таймовского контента. Будете ли крутить нового Роналду или же вы, ну, банально не донатите. Пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и услышимся уже очень скоро. Всем пока!